Рая на земле нет, так что приготовьтесь. Сегодня расскажу вам о всех плюсах и минусах нашей житухи. Если наш света есть рай, это наш Батумский край. В октябре 2021 мы в прямом смысле спустились с небес на землю и загнездились. Вот только будто вчера мы прилетели в Грузию, не успели протрезветь, а прошло уже 2 года. Мы в Батуми. Было время понять и есть что рассказать. Тему плюсов и минусов не обсмаковал еще, наверное, только самый ленивый. Но я все же попробую расписать картину, как это видится мне. И, возможно, эта информация окажется вам полезной при выборе страны для переезда или просто для посещения в рамках туризма. Вступление вроде борзенько получилось. Пока пауза. Успевайте поставить лайк, кто не подписан, жмем кнопку подписаться и погнали дальше. Рвем когти. Скажу сразу, мы живем В реальном мире. Барби стайл, Розовые очки. не наша тема. Розовые очки мы отродясь не носили. Четко замечаем как плюсы, так и минусы. Честно говоря, с момента нашего приезда мало что изменилось, до сих пор свежи те впечатления. Батуми умеет удивлять, в первую очередь своими контрастами. Здесь тотальное соседство современного строительства со стареньким жилфондом. Но глаз к этому привыкает быстро, а город продолжает удивлять и дальше, проливая все новые и новые краски впечатлений. И это большой плюс. Это, наверное, то, почему мы еще до сих пор здесь. Обычно, перед тем, как ехать в какую-либо страну, собираешь о ней информацию. Так было и с Грузией. На самом деле, еще чуть раньше мы рассматривали разные направления. Хотелось перемен, хотелось к морю. Выбрали Испанию и должны были в 2020 году туда рвануть. Но налетела злая ковидла и приказала всем мыть руки. Появились новые водные, новые реалии внесли коррективы, приоритеты поменялись. Снова пришлось выбирать. По количеству преобладающих плюсов в итоге победила Грузия. Georgia! Плюсы стали решающим фактором. Now let's go to Georgia. Beautiful Georgia calling. Безвиз и разрешенный год нахождения в стране – основной и жирный плюс, пришедшийся нам по душе. Практически год тут можно находиться безвыездно. По истечении этого срока делаешь так называемый визаран, пересекаешь границу с соседней страной, потом возвращаешься. Срок обнуляется и живешь спокойно дальше. Еще год. Ощущать себя более-менее свободным человеком – это ли не кайф, подумали мы и стали собирать чемоданы. Дорогие друзья, Языковой барьер, или вернее отсутствие его, это приятный плюс для приезжающих из стран бывшего Союза. В Грузии многие, в основном, конечно, старшее поколение, хорошо говорят и понимают русскую речь. Молодежь, понятное дело, в Советском Союзе не жили, откуда им русский знать, но они дружат с английским. Как бы то ни было, договориться тут можно всегда. добро пожаловать на борт, друзья. Может, нам просто повезло так, но я бы сказал, что главный плюс Грузии – это, наверное, люди. Они открытые и доброжелательные. Конечно, при условии, если ты пришел в их дом с добрыми намерениями и чистым сердцем. Они отзывчивые и участливые. Не пройдут равнодушно мимо, если что-то не так. Мы это не раз замечали. На любую ситуацию реагируют моментально и от всей души стараются помочь. И это такие неотъемлемые качества, которые в крови. И это очень подкупает. В общем, с коммуникацией здесь все в порядке, проблем нет. В целом, как пишут СМИ, Грузия – страна с дружелюбным социальным климатом. Об этом говорит и низкий уровень преступности. Тоже зачет. Навыки выживания. Немного бушкрафта. Как-то с приятелем колесили мы долгий путь по Грузии. Проголодались, купили по дороге сосиски, заехали на источники, сварили. Ну что, вода бурлит, вода кипяточек. Кипяточек градусов под 100. Чё б не сварить сосиски. Милое дело. Готовы к употреблению. И горячо. Это я к тому, что богата красотой и своим разнообразием природа Грузии. Это неоспоримый факт. Водопады, горы, реки, леса, термальные источники. Природа восхитительна и достойна отдельного фильма. Поэтому плюс и долго топтаться не будем. Одно то, что круглый год вокруг цветы цветут, уже о многом говорит. И климат. Климат способствует этому. Хотя однозначную характеристику дать ему нельзя. Он везде разный.
В Тбилиси по суше, в Батуми мокрее. Субтропики это, как говорится, на любителя. Море и горы Батуми создают свой особый микроклимат. Нам зашло. Ставлю плюс. Справедливости ради надо отметить, что здесь не только солнце и пальмы, холодрыга, колотун тоже присутствует. И приходится одеваться теплее, и жилище обогревать. Но радует, что здесь нет безнадеги. Если сегодня дождь, то знаю, что завтра, послезавтра обязательно выйдет солнце. Зелено, трава, цветы. Все это добавляет позитива, хочется жить, творить. Сейчас зима, где-то снег лежит, а мы гуляем, светит солнце, мы в майках, курточках, кроссовках. Плюс 16 на улице. Это Реал Мадрид. Нашел свои записи о преимуществах Грузии. Читаю. Возможность развития бизнеса. Как крупного страна нуждается в инвестициях, так и мелкого. Возможно открыть ИП, налог 1%. Иностранец может открыть здесь фирму, ИП или ООО даже без вида на жительство. Простота оформления документов. Почти все оформляется в одном месте, никуда особо бегать не надо. Вопрос оформления того же ИП по многочисленным отзывам занимает минут 20. Отсутствие как таковой коррупции и бюрократизма. Также возможность открытия банковского счета. Иностранцам дают ипотеку. И все это доступно простому приезжему человеку. Плюс, которым я воспользовался, это возможность получения водительских прав. Видео есть у меня на канале, обязательно посмотрите. Там я даю подсказки, лайфхаки, как можно проще и легче получить водительские права. И в тему авто еще плюс – это отсутствие налога. Здесь нет налога на авто. Также нет налога на недвижимость. Приятный плюс – недорогие автомобили. Хотя стоит заметить, в связи с событиями последних лет цены существенно подросли. Раньше из плюсов еще были приемлемые цены на жилье, как купить, так и арендовать. Но лихой 22-й внес свои коррективы, все прилично или вернее неприлично подорожало. Так же, как и бывший плюс, умеренные цены на продукты питания. Сейчас все дорого, особенно для тех, кто зависим от рубля. Грузия теперь не вариант бюджетного туризма. Лавина гостей 22 года цены заметно взрастила. Да давай уже чернушечку, минусы давай! Да подожди ты, будут минусы. Цены на продукты хоть и взлетели, но сорян. Здесь еда – это еда. Это здоровый плюс. Здесь, в Грузии, мы начали вспоминать давно забытый вкус настоящей еды. Тут, конечно, тоже есть супермаркеты и можно жевать химию, но и выбор есть. Брать натуральную пищу участника. Нино приносит нам молоко, мацони берем у мамуки, сыры тоже у него берем, или у Сандро, хлеб из пекарни, фрукты, овощи, зелень местные, с огорода знакомых или сладков. А какие здесь куры? Не те привычные синюшные птицы счастья, а желтые, настоящие. Можно долго рассказывать, но с едой тут полный порядок. У вас так же? А кухня Грузии – это стопроцентный и даже необсуждаемый плюс. Грузинская кухня по праву считается одной из лучших в мире. Здесь вкусно все. И даже такая мелкая, но значимая деталь. Поймали себя на том, что поступаем как в детстве. Люди примерно наших лет поймут, о чем я. Это вот когда мама посылала за хлебом, а ты по дороге домой съедал половину. То, что пришло домой. То есть я с детства так не делал. Это очень вкусно. Лия часто говорит: вот мы дураки, чё мы раньше сюда не приехали? А еще мы любим кофе. Кофеманам тут раздолье. Продается на каждом шагу столько, сколько тебе надо. И в зернах, и уже молотый. Про вино говорить? Здесь, по-моему, ясно все без слов. Как в Грузии не пить вино? Когда у нас дома заканчивается вино, мы вспоминаем, что от жажды бывает еще и вода. Но если серьезно, мы кайфуем от понимания того, что вечером за ужином всегда есть возможность выпить бокал хорошего домашнего вина. И да, про воду скажу. Вода тоже плюс. Здесь ее пьют дома, из-под крана, вода чистая, питьевая. Местные говорят, из крана боржоми течет. Нам поначалу было непривычно, как эту воду не фильтровать и пить прям так. Теперь привыкли и пьем с удовольствием. А еще питьевые фонтанчики на улице. Тоже, безусловно, добротный плюс. По городу их много, они облагорожены, и круглый год можно утолить жажду. А сладкая вода – это вообще песня. Кто пробовал, тот знает, а кто не знает, рассказывать бесполезняк. Кто будет в Грузии, попробуйте, советую. Я така людина,
как говорила моя бабуля, что всегда я во всем найду плюсы. Так и случилось. Оправдал даже пляж каменный, которым всегда пренебрегал. Все же есть в нем своя прелесть. Здесь надо пояснить. Я вырос на Геническом побережье Азовского и Одесском побережье Черного моря, где пляжи песчаные. И море без песка я никогда за море не считал, это не до моря какое-то. Но, как оказалось, и в таком море с камнями есть своя магия. После отдыха на каменном пляже из тебя не сыпется песок со всех щелей. Плавки чистые, да и всегда можно лечь на горячую гальку, как в анекдоте про Штирлица. Здесь мне ставим плюсик за оправдательный приговор. Где есть камни, всегда легко распознать присутствие человека. Но время ставит все на свои места. Продолжим. После 2 лет проживания могу добавить. Батуми город хоть и курортный, но зимой жизнь не останавливается. Кипит круглый год. Хотя людей становится значительно меньше. Как по мне, это тоже плюс. А еще Батуми город инстаграмный. Он просто напичкан интересными локациями и арт-объектами. А какие тут закаты красивые. Можно фотографировать бесконечно. Копилку плюсов Батуми – это ориентация в городе. Благодаря высоткам потеряться просто невозможно. Куда бы ты ни забрел, отовсюду можно понять, где находишься и в какую сторону тебе двигаться дальше. Еще плюс – город компактный. И все в пешей доступности. Если не спешишь, особо нет необходимости пользоваться транспортом. Также мне нравится, что здесь много народностей со всего мира. Можно слышать самую разнообразную речь и даже попрактиковать свой разговорный иностранный. Так что это тоже плюс. С плюсами, кажется, пора подвязывать и переходить к минусам. Фух. Еще раз хочу отметить человеческий фактор. Именно человеческие отношения я выделяю в наиглавнейший плюс. Как приезжий я ни разу не почувствовал негатив или какое-либо притеснение. Наоборот, такой теплоты от людей я раньше нигде не встречал. Здесь угостить, помочь в порядке вещей. И не только словом, но и делом. Первый вопрос, который мы услышали по приезду, это был: ребята, чем помочь? Мы, конечно, отвыкли от такого, потому впечатлило и хорошо запомнилось. И еще то, что мужики тут, как в былые добрые времена, собираются во дворах, играют в нарды, домино, что-то обсуждают, сообща чинят машины, выпивают в радость. Заметьте, выпивают, а не бухают. И важно, никто их за это не щимит. Менты и алкашка до 22:00 это точно не про Грузию. Люди сидят, общаются, без страха, без оглядок, в удовольствие. Для нас это было уже забытым чувством. Начали вспоминать, что такое жить в радости. Это ли не плюс? Все, кто приезжает в Грузию, сразу отмечают отношение к детям. К детям тут относятся как к маленьким божествам. И это так. Мне кажется, тоже важный показатель. Очень важно, чтобы дети росли именно вот в любви и доброжелательной атмосфере. Кстати, у приезжих русскоязычных, как и англоязычных, есть возможность обучать своих детей в школе на их родном языке. Сейчас, правда, из-за огромного наплыва людей школы переполнены, но все же плюс. Так, по основным пунктам я, кажется, прошелся, пора притормозить. Я не туроператор и не риэлтор, чтобы перечислять только плюсы. Кстати, кто посчитал, сколько я их отметил? Наверняка уже изрядно притомил. Я ничего не рекламирую, не агитирую, минусы тоже есть, и постараюсь сейчас честно о них рассказать. И наговорю все, что подметил. Yes! Не люблю я это дело, но что быть объективным придется. Подписывайся на мой канал, жми кнопку подписаться под видео. Вам это бесплатно и ничего не стоит, а мне приятная оценка за труды. А, стоп! Вспомнил еще один плюс. Чуть не забыл. Он, возможно, такой спорный, но мне нравится. Просто вот сейчас вспомнил себя вот только приехавшего. Меня тогда он удивил. Так вот, плюс и одно из здешних преимуществ – это то, что в любое время года чистая обувь. И, вернувшись домой, можно не разуваться. Пришел, кофе-шмофе перекусил и дальше полетел по делам. Никакого привычного месива из дерьма-жижи вперемешку с химией, от которой обувь деформировалась и быстро приходила в негодность. Нет здесь такого. Здесь даже в гости приходя обувку не снимают. Не принято это, даже нецензурно, я бы так сказал. Максимум подошву о коврик протер и вперед. Итак, сейчас самая жесть. Основной минус, который я заметил сразу, это дефицит мусорок. Их не хватает. И за 2 года ничего не изменилось. Это актуальный минус. Большие мусорные контейнеры есть, стоят вдоль дорог. А вот так, чтобы выбросить что-то мелкое, салфетку, окурок, бумажку от мороженого и так далее, таких мусорок нет.
очень мало и редко где встретишь. Еще минус, гуляя по улицам, надо всегда смотреть под ноги. Там либо говнецо собачье, угроза вляпаться, либо плитка на дыбы встала и можно невзначай спикировать клювом. Тут не зазеваешься, смотри в оба. Че еще? Нет привычных брендов. К примеру, Decathlon, Ikea. Но есть Горгия. Это такой микс Leroy, Ikea и чего-то еще. Еще не всякий товар с того же AliExpress доставляют в Грузию. Если есть доставка, то за нее бабло накручивают. А если заказанный товар превышает 300 лари, условно $100, то тут будь добер, делись с таможней. Еще сложно с работой и очень невысокий уровень доходов. Да, если вы едете сюда с мыслью устроиться на госслужбу, об этом можно сразу забыть. Для этого вы должны как минимум хорошо владеть грузинским языком. Но, если вы хороший мастер своего дела, вы можете работать на себя, без проблем. Как правило, это сфера красоты, сфера услуг, строительство, недвижимость. Многие из прибывших сюда имеют удаленную работу. Год назад я бы еще сказал, учитывая то, сколько сюда съехалось айтишников, Грузия скоро станет новой Кремниевой долиной. Но нет, не срослось. С притоком мозгов как подфартило, так потом и отфартило. Мне кажется, Грузия упустила этот момент. Очень много хороших, воспитанных, талантливых ребят, креативных, из-за того, что перестали давать ВНЖ, поехали дальше в поисках лучшей доли. Так как всем, ясно дело, хочется стабильности и определенности. А с легализацией тут стало туго. Это минус. Только ли гражданам РФ не дают ВНЖ сейчас, или и других государств тоже, точно сказать не могу. Пока не пробовал подаваться, не знаю. Часто из минусов слышу много мусора на улице. Здесь, да, я согласен, но могу встать и на защиту. Мусор есть. Но если вы здесь жили, то знаете, какие налетают ураганы. Часто можно наблюдать, как с небоскребов сметает все то, что плохо закреплено. Лично видел в полете простыню, пластиковый веник, полотенца, не говоря уже о пакетиках и стаканчиках. Так что не весь мусор набросали от бескультурия. Хотя и это тоже имеется. В общем, с мусором не все так однозначно. Это такая больше местная особенность. И, кстати, да, вот, наверное, и все минусы. Дальше я расскажу про особенности Грузии, которые тоже весьма интересные и неоднозначные. Особенности. Платный лифт. С одной стороны, это хорошо, справедливо для тех, кто им не пользуется. С другой, если идешь в гости или сам ждешь гостей, это весьма неудобно. Следующее. В Грузии нет центрального отопления. Большинство квартир отапливается газом или электричеством, что выливается в копеечку. Надо быть готовым к тому, что кроме лета в помещениях холодно. Дальше. Собаки. Вот это такая спорная тема. Не знал, куда их поместить, в плюсы, минусы. Вот и придумал раздел особенностей. Итак, собак здесь много. Их любят, подкармливают. Часто можно увидеть будки для беспризорных собак. О них заботятся. Собаки стерильны и вроде как безопасны. Но есть множество людей, которые просто вообще по природе своей собак боятся. Любых. Маленьких, больших, одного их вида. Им фиолетово, привито, стерилизовано. Даже видя милое создание, они безотчетно испытывают панический страх, что не очень-то хорошо для страны, заточенной на туризм. Для туриста это стресс и дискомфорт. Да и тот момент, что идя по городу, ты должен постоянно смотреть под ноги, чтобы не вляпаться в какашенцию, как-то тоже не радует. Вообще-то собаки здесь уникальные, часто красивые и какие-то умные. Есть у них такая особенность, они ходят лишь за туристами. Как они чуют и отличают местного от приезжего, я не знаю, но момент такой подметил. Первый месяц в Батуми они тебя чуют. Потом, когда ты уже пожил тут подольше, теряют к тебе интерес. Не понимаю, как у них это получается. Часто замечал собак, стоящих на пешеходном переходе в ожидании зеленого сигнала. А еще видел собак-меломанов, внимательно слушающих музыку у пруда с танцующей водой. Удивительные существа. В общем, тема собак неоднозначна. Это и милота, и проблема одновременно. Что еще рассказать? Так, еще одна особенность – грузины не пунктуальны. Они расслабленные и не обязательные. Об этом говорят сами грузины. Лично встречал обратные случаи, когда договорился как-то с инструктором по вождению. Серго, привет. Так вот, договорились на 13:00 покататься по городу. Он сказал, в 13 за мной заедет. Окей. Звонит мне в 11, на 2 часа раньше. Влад, где ты? Выходи, я приехал. И такое бывает. Здесь без комментариев.
Так, дальше. Дорожное движение в Грузии. Оно достаточно интенсивное и хаотичное. Ездят здесь борзо, резко и непредсказуемо. Не по правилам. Чисто по-братски, кто кого пропустит. Это тоже особенность. Про движение на дорогах у меня есть отдельный большой выпуск на канале. Рекомендую посмотреть. Первая особенность, которая поначалу режет глаз туриста, это самострой. Но к этому быстро привыкаешь. Также непривычно сохнущее на улицах белье. Но эта особенность вызвана климатическими условиями. Солнечный день. Все стирают. В Грузии нет почтовых ящиков в подъездах. Если вам что-то приходит, то почта оповещает звонком или СМС. Идете получать на почту, иногда бывает доставляет курьер. Салюты и фейерверки – это в любое время суток. Отличительная особенность Грузии, которую надо предусмотреть. Если вы не готовы с этим мириться, у вас слабое сердце, нервы не в пистон, вы любите тишину и пенсионное ворчание, то сорян, вам сюда просто не надо. Когда мы ехали, часто встречали информацию, что здесь плохой интернет, но нет, с таким мы не сталкивались. Интернет хороший, правда, бывают перебои, как и периодически случается отключение света и газа. Как правило, это ненадолго и зависит от района. Что касаемо медицины, то для всех иностранцев она здесь, понятное дело, платная. Но в случае получения ВНЖ человек может стать участником программы «Всеобщее здравоохранение». В этом случае медобслуживание для детей бесплатное, а также для женщин старше 60 лет и мужчин старше 65. Оно будет бесплатным. Об этом читал, сам не сталкивался, точно ли это работает, не скажу. Но, пожив в Батуми, скажу другое. Собираясь сюда, кроме купальника, обязательно надо брать с собой теплые вещи. Флис, например. И также непромокаемую одежку. Плащи и резиновые сапоги. Это основная обувь с наступлением дождей. А дожди здесь не попсовые. Если льет, то льет. Хотя всю непромокайку можно приобрести и здесь, кому как удобно. Так, еще из мелких особенностей – это номера машин. Грузины любят красивые номера. Как правило, это зеркальные буквы или составленные из букв имена. Потом из особенностей понравилась такая вяленая хурма. Здесь называется чири. Сухофрукт переводится. Когда она еще свеженькая, прям как джем внутри. Вообще обалденно. Очень вкусная вещь. Рекомендую. Летом открыли для себя лавровишню. И вареньем на Санзор угостил вкуснющим. А недавно узнали про древесные конфеты. Пробовали когда-нибудь? Особенностей хватает. Все в один ролик не вместить. В Грузии впервые услышали версию о том, что красное вино много пить нельзя. Один бокал хорошо, полезно, а вот больше вредно для сердца и здоровья. И это повторяют все вокруг. Очень странно. Никогда такого не слышал. В Молдавии на свадьбах и праздниках ночи напролет пьют красное вино ведрами, бочками. И норм. Сколько помню, белый кисляк никогда не котировался. А здесь наоборот. Если большое застолье, так с белым вином. И еще отличительный момент тут в Грузии, когда поминают усопших, чокаются. Чтоб там на небесах слышали, что живые помнят их, любят и благодарят. Снимая один из первых роликов о том, как грузины празднуют Новый год, узнал много необычного и был немало удивлен. Подумалось тогда, как же плохо мы знаем своих соседей. Раньше не слышали ни сном, ни духом, что такое чичилаки, бедоба, кто такой Мекфли, почему грузины так много стреляют в праздники. Здесь необычный Новый год. Мы и представить такое себе не могли. Загляните в плейлист, думаю, будет занятно. Пожив немного в Грузии, мы поняли простую вещь. Нам есть чему поучиться здесь у людей. Отношению к близким и семейным ценностям, отношению к жизни вообще. Даже простому, встречать не по цвету паспорта или кожи рожи, а потому, какой ты человек. Всем надо жить на этом свете. Свет большой, огромный мир. Миру надо мир. Это мы чемикарге. И еще. Поражает в Грузии природно врожденная щедрость. Тут каждый стремится чем-то тебя угостить. Всем, что имеет. Мед, кемали, хинкали, чача, вино, хурма, киви, апельсины, лимоны, мандарины. Да всего не перечесть. Это так приятно. Здесь живут люди с большущим сердцем и широкой душой. Тоже хочется быть добрее, есть чему поучиться у грузинов. 3-й год тут живем, а до сих пор открываем что-то новое для себя. Удивительная страна. Сакартвелос. Гамарджос. Не соригинальничаю, если скажу, что Грузия прекрасная страна. Пусть и с некоторыми моментами, но мы все не идеальны. Такого просто не бывает. Страна развивается и весьма заметными темпами. Друзья, напоминаю о необходимости подписаться на канал, чтобы не пропустить новый выпуск. Оставайтесь на плаву, в комментариях жду ваше мнение и делитесь этим видео с друзьями. Будет что обсудить. Оставайтесь на плаву. Что, все?